Всем здравствуйте! Сегодня наш третий урок практического онлайн-марафона по локонам. И сегодня самый такой интересный, я обычно говорю, что это урок, ради которого все, в принципе, и задумывалось. Сегодня мы разбираем классическую накрутку локонов от лица и на объем, и будем смотреть, как же мы растягиваем каждый из этих видов локонов. Сразу хотелось бы сказать мне, что когда вы сейчас будете смотреть, все будет казаться безумно просто, можно даже заскучать. На обучениях, да, на живых обычно так и происходит. Уже где-то на втором локоне люди смотрят невнимательно, да, студенты, но потом, когда начинают крутить сами, оказывается, что не все так просто. Поэтому, если вы не имели дела с накруткой вообще, смотрите, пожалуйста, внимательно. Это во-первых. А во-вторых, когда вы будете отрабатывать, если у вас что-то не получилось на первом, втором и третьем локоне, вы просто, пожалуйста, не расстраивайтесь, не огорчайтесь и не думайте, что у вас там руки, как иногда мне пишут, да, не оттуда растут. На самом деле это просто дело в отработке, потому что когда вы будете отрабатывать, ваши руки еще не имеют такой мелкой моторики, не знают, как им себя вести, поэтому первые там раз 10-20, когда вы будете делать локоны, я имею в виду не один локон, а всю голову, да, накручивать, вам будет очень тяжело, вам нужно будет совладать, да, и мозгами, и руками. Но когда вы будете накручивать уже после 20-го клиента, вам будет все легче, легче и легче. Поэтому хотелось бы мне поделиться, как говорит Георгий Кот, да, то, что для того, чтобы элемент получился быстро, красиво и чисто, его нужно отработать 1500 раз. Вот 1500 раз сделайте локон, и тогда уже можете, да, о чем-то говорить. Ну, то есть, что у вас что-то не получается. Поверьте мне, все, когда начинали крутить, у всех что-то не получалось, и тоже часто об этом говорю, именно поэтому прическами, ну, хорошими, качественными, да, такими торжественными, занимается очень маленькое количество людей, потому что это действительно сложно, ничего простого здесь нет, и потому что люди в основном бросают на первых 10 минутах, да, то есть, пожалуйста, не отчаивайтесь, смотрите внимательно, и я советую вам отрабатывать всегда по видео, то есть не посмотреть видео вечером, а утром начать что-то крутить, а включать видео и прям пошагово, прям действие за действием повторять. Итак, первое, что мы начнем и будем делать, это небольшой прикорневой начес, да. Прикорневой начес, в прошлый раз я вам показала такой начесик с петельками, да, обратила на это внимание. Так вот, конечно, когда мы делаем прикорневой начес, никаких петелек мы не делаем. Мы выделяем прядочку где-то сантиметр, да, не шире. Сыпем на нее пудрочку. Про пудру я говорила в первом онлайн-уроке, да, ну, уроке по локону, да, по марафону. Пудра, как я уже сказала, имеет много талька и адсорбирует на себе все. Поэтому, в принципе, вот на пудре можно сэкономить, не обязательно покупать пудру Osis или что-то дорогое. Можно обычную Taft или God to Be, то есть без проблем. Она абсолютно такая же, как и другие. Мы перпендикулярно оттягиваем прядочку волос, сыпем в самый корень, немножко, да, потому что иногда я вижу, что студенты прям от души сыпят, тогда волосы могут даже казаться немножечко грязненькими. И после этого делаем начес. Как мы делаем начес? У нас вот здесь вот небольшой подшерсток, да, есть у каждого живого человека. У манекена, если будете отрабатывать на манекене, особо его нет, поэтому не обращайте внимания. Но у живых людей есть. Так вот, этот подшерсток нам вот здесь вот в длине локона, в принципе, не нужен вообще, да, он, наоборот, будет давать нам грязь. А здесь он нам у корней, наоборот, нужен, да, для того, чтобы немножечко уплотнить волосы, чтобы у нас они как бы привстали. Так вот, именно этот подшерсток мы и будем счесывать в коже головы. Поэтому я приподнимаю прядочку и завожу расческу сантиметр от кожи головы и счесываю кожу головы. На этом моменте я расческу вынимаю прямо у кожи головы, да, то есть я не делаю вот такие беспорядочные движения. Вот за один раз, в принципе, уже немножко приподнялась прядь. Потом еще чуть-чуть и еще чуть-чуть. Вот так вот буквально 3-4 движения расческой, и у нас прядочка уже приподнялась. После этого мы обычно счесываем все вот эти петельки для того, чтобы прядь была почище, да. Особенно, где у нас лицевая часть прически будет, да, там по проборам, мы всегда очень аккуратно счесываем. И потом уже с этими порядочками мы работаем. Итак, сначала мы накручиваем волосы от лица. Да, это самая такая классическая накрутка, в принципе, почти всегда используют именно эту накрутку. Мы берем прядочку волос. Прядочка волос должна быть в основании, ну, не очень широкой, да, и не очень высокой. То есть
ну, где-то я обычно говорю примерно квадратной, но вы должны иметь в виду, что она не то что квадратная, а именно не очень в этой положении широкая, да, потому что нам нужно, чтобы локон держал форму. И после этого мы должны будем накручивать от лица. Что это вообще значит? Это значит, что у нас локон, вот у нас лицо, идет вот в эту сторону, да? Когда мы будем делать на противоположной стороне, он у нас пойдет, соответственно, в ту сторону. То есть у нас вот этот вот рисунок, когда мы все накрутим, должен быть прям вот как ребрышками, да, лечь, полностью такой очень ребристый. Вот. Поэтому мы берем нашу плоечку. И в этом положении слева, да, от клиента слева, я сейчас, в принципе, слева стою, мы ее держим 45 градусов, вот таким образом, потому что нам нужно, по сути, этот локон как раз накрутить на нашу плойку. Поэтому плойку мы держим 45 градусов, зажимчик у нас находится снизу всегда при такой накрутке, и мы открываем, закрываем у корня и как будто вниз протягиваем утюжком. И после этого все работаем правой рукой, подкручиваем к корню. То же самое вниз, подкручиваем к корню. То есть мы как бы хлопаем, да, видите, приоткрываем. То есть мы не широко открываем полотно, а мы должны как будто утюжочком с двух сторон прошлифовать этот волос. Хвостик мы придерживаем до самого конца, оставляем буквально 2 прядочки и подкручиваем к коже головы. Вот таким вот образом. Вот почему мы используем плойки всегда с зажимом, потому что у нас прядь должна прогреться и сверху, и снизу. Вот почему мы не накручиваем сверху, да, прядочку, потому что она у нас должна сохранять ленточную накрутку. Схлопываю аккуратно на ручку. И держу. Можно иногда здесь маленькими клеммочками, да, закрепить. Как я уже сказала, да, только что мы эту прядь накручивали ленточной накруткой, да, то есть сегодня, в принципе, мы и от лица, и на объем волосы накручиваем ленточной накруткой. То есть вот здесь вот прядь имеет как бы ширину, да, то есть она похожа на ленточку, то есть у нее есть левая сторона и есть четко выраженная правая сторона. Сейчас нам это очень пригодится, когда мы будем разбирать, собственно, наш локон. Итак, как же мы разбираем наш локон, накрученный от лица? Во-первых, вы должны запомнить, что он должен сохранять абсолютно ту же самую форму, как мы его сняли с плойки. И обращать внимание, что в таком положении, да, я еще не расчесывала, ничего с этим локоном не делала, левая часть нашего локона переходит наверх, а правая часть нашего локона уходит вниз. Видите? Для того, чтобы вот этот вот весь подшерсточек нам счесать, да, для того, чтобы наши локоны были чистые, чтобы не было вот этого вот пуха, мы обязательно используем спрей-воск. Я использую спрей-воск Redken. Я думаю, большинство из вас с ним знакомы. Если вы не знакомы, да, и у вас негде его купить, нечем заменить, единственное, что я могу посоветовать, это лак Лонда единичка, потому что он с гибкой степенью фиксации. Можно им работать так же, как я сейчас буду Redken'ом, да? То есть мы берем прядочку, и первое, что мы делаем, мы прям обильно ее поливаем, но на расстоянии. Сейчас попозже объясню, почему. И после этого сразу же прочесываем нашу прядочку. Прочесали нашу прядь. Она потеряла всю форму, да? Стала не пойми какой. И мы ставим наши пальчики и накручиваем на пальчики, напоминая, да, пряди, как она была на плоечке. То есть мы сделали ее такой же, как она была, но немножечко, видите, убрали пух. После этого, сейчас, когда я буду тянуть локон, я буду работать лаком. И мне хотелось бы сейчас обратить внимание, каким образом я буду работать лаком. Итак, сухими аэрозольными лаками мы работаем всегда на расстоянии. Сейчас объясню почему. Когда мы работаем на расстоянии и такими легкими распыляющими движениями, думаю, не знаю, видно вам или нет, но в общем он распыляется, лак, очень-очень равномерно. Распыляется равномерно, он попадает под кутикулу, он как бы, как я иногда говорю, наслаивается, да, то есть мы пролачили один разочек, подождали, когда впиталось, пролачили еще раз, и прядь становится более упругой. Как только вы берете тот же самый лак, подносите его близко и начинаете распылять очень-очень много, он делает вашу прядь мокрой, лак начинает буквально стекать.
И то есть ни о какой фиксации здесь речи идти не может. Но ваша прическа становится невероятно грязной, мокрой, слипшейся, и, конечно, конечный результат вас радовать не будет. То же самое касается жидкого лака. Жидким лаком, да, мы работаем жидким лаком Силуэт черный. Я думаю, тоже большинство вас с ним знакомо. Мы работаем тоже на расстоянии. Жидким лаком мы вблизи вообще тоже работать не можем. Мы работаем им также на небольшом расстоянии, потому что вблизи он также течет. Причем он, поверьте, течет и либо большими каплями ложится, даже от небольшого количества нажатий. Итак, возвращаемся к нашей прядочке. Вот у нас прядочка. Она, как я уже сказала, должна иметь ширину здесь, но всегда обращайте внимание, что эта ширина, поскольку она была накручена лентой на плойку, должна сохраняться и в этой части. Ни в коем случае и никогда не берите прядь вот так. Она должна, как я уже сказала, эта прядь сохранять форму локона изначально. Как только вы ее возьмете вот так, и она не имеет форму локона, или как только она у вас лежит не пойми как, ну не знаю даже, вот так, вы ничего красивого из этой прядочки не сделаете. То есть мы ее кладем очень красиво, да, прочесали, чтобы счесать пух, вот так вот статику убираем, положили ее, и мы всего лишь делаем этот локон чуть-чуть пошире и чуть-чуть объемнее. Как мы раскладываем локон? Мы смотрим и на него, да, и находим, что есть верхняя часть локона и нижняя. Верхняя и нижняя. Мы всегда работаем с верхней частью локона. Нижняя нас не интересует. На нижней у нас всегда будут невидимки в будущем, когда мы будем делать прически, да, допустим. Поэтому мы берем наш локон, находим часть, где верхний переходит вниз, и берем его не сбоку, а чуть-чуть пониже. Это так называемая точка падения. Это точка, которой локон касается нашего пальца или, допустим, в будущем нашей прически. То есть точка, где у нас в будущем будет невидимочка. Да? То есть когда мы будем делать прически, да, допустим, в этом месте будем делать невидимки, чтобы наше естественное положение локона сохранилось. Вот мы его держим плоско, только плоско, да, как я уже сказала. Именно в том положении, где он будет лежать. Не надо его никак никуда переворачивать. И первое, что мы делаем, немножечко аккуратненько делаем этот локон пошире. Да, видите, чуть-чуть делаю его пошире. Опять же, не надо ничего солить, не надо, когда просто иногда мне об этом говорят, поэтому я обращаю внимание, не надо ничего, тут никаких мелких движений, мы открываем как занавесочку, да, то есть у нас была она короткая, мы ее делаем широкой и равномерно расправленной. Вот мы ее чуть-чуть подтянули. И после этого мы вот здесь вот сверху тянем, сейчас я перехвачу левой рукой, потому что мне так удобнее, тянем наши ребрышки. Вверху ребрышка, из серединки дотянули его же, с серединки ребрышка, здесь дотянули, и вот здесь. И берем лак на этом этапе, и, как я уже сказала, на расстоянии начинаем фиксировать. Фиксирую, и пальчиками все вот эти вот пушочки я приглаживаю. Зафиксировала, теперь могу его положить. Видите, у меня тот же самый локон, который мы сняли с плойки, но он просто чуть-чуть пошире, чуть-чуть так посимпатичнее. Могу здесь вот так вот взять, дотянуть что-то, да, если мне надо. После этого, держи, пожалуйста. Вот эта вот часть у меня, у нашей модели, да, у Лины, очень красиво смотрится. Можем, в принципе, если мы куда-то торопимся, зафиксировать лаком и все. Но вообще в жизни чаще всего, когда мы вот здесь вот что-то потянули, тянется это как раз из этой точки. И здесь обычно такая грязный, очень неопрятный локон. Поэтому обычно каждый этаж локона мы прочесываем на редкин. То есть я вот здесь дотянула, зафиксировала вот эту часть. Внизу я теперь распыляю опять редкин, тоже на расстоянии, пожалуйста. Редкин очень капризный. Прочесываю. Да, опять, чтобы у меня все волосы были параллельны друг другу. Это самое главное в чистоте, чтобы никакие пушочки не торчали, чтобы никакие узелочки не торчали. Прочесала. И опять же беру в точке падения локона, делаю пошире, очень мягким движением. Да, и опять могу потянуть ребрышко, допустим, сверху и снизу. То есть мы можем тянуть либо 3 ребра, как здесь, вверх, середина, низ, либо 2, потому что у меня вот здесь вот уже прядочка, скажем так, ну не такая густая, да.
После этого я могу опустить и еще что-то дотянуть. У меня это лак Осис двоечка. Осис двоечка тоже достаточно гибкая фиксация. Вот Осис тройка уже я не очень люблю, потому что он уже дает налет, особенно на натуральных волосах. Поэтому зафиксировали. И то же самое, как я уже сказала, с хвостиком. Редкин, расческа, расческа. Так. И вот здесь вот, поскольку на конце локона у нас уже много пушиночек, да, разных, то здесь я не буду тянуть никакие ребра. Кончик локона я обычно делаю просто так пошире, да, чтобы у нас не было так дык, что у нас объем у корней, а к концу вдруг не пойми чего, да, как говорят морковки такие. Нет, мы его делаем пошире, и просто я его фиксирую лаком. После этого, если вы оставите все вот так, то через полчаса локон выпрямится. То есть мы его должны зафиксировать нормальным лаком. Нормальный лак, да, железобетонный, это жидкий силуэт. Будьте им очень аккуратны, как я уже сказала, никогда вблизи им не работайте, а то будет казаться, что локон как будто бы в такой сахарной оболочке. Это очень некрасиво смотрится, поэтому я держу на расстоянии и каждый вот наш этаж локона также проливаю. Раз, зафиксировала лаком, пальчиком прибила какие-то пушочки. Потом я его могу сверху и снизу, то есть у нас локон должен быть достаточно упругий, видите? Я его насыщаю лаком, я его не заливаю вблизи и не бегу дальше, да, то есть локоны делаются долго. Когда клиенты говорят, что мне всего лишь локоны, и ты говоришь им, что это 2,5 часа, они обычно немножечко попадают в транс и не понимают, о чем вы говорите. Так вот, если каждую прядочку вот так вот вытягивать, да, вычесывать и проливать лаком, то, конечно, это будет долго. Вот я зафиксировала лаком, дую, чтобы быстрее у меня он впитался. И после этого вы должны всегда проверить, а держится ли, да, ваш локон, все ли с ним нормально. Если вы вот так вот его сминаете, он пружинит обратно, значит, в принципе, все хорошо, и он продержится. И сейчас я то же самое сделаю на другой стороне. Итак, с этой стороны я также беру прядочку примерно такого же размера, да, не очень широкую, делаю ее поуже, как сказала, примерно квадратик в основании. Но обычно, конечно, это прямоугольник, все квадратами мы не можем сделать, но во всяком случае смотрите, чтобы это был не какой-то супер длинный вытянутый прямоугольник. Вы эту прядочку начешете, я не буду. И с этой стороны мы плоечку держим вот так, да, то есть тоже 45 градусов, но если с той стороны у нас конец, да, плойки смотрел вверх, то теперь он у нас смотрит вниз, потому что мы должны накрутить как бы вот так, да, чтобы вы понимали. То же самое, зажимчик у нас опять снизу, и мы работаем как бы зеркально с той стороны. Открываем, заводим к корню, вниз, как будто утюжочком, аккуратненько спускаемся, хвостик вниз, подкручиваем. То есть мы работаем правой рукой, ничего лево не накручивайте. Вначале, когда вы будете крутить, вам захочется лево крутить однозначно. Это мозг упрощает работу, говорит, зачем вам учиться, если можно все быстро накрутить. Но учитесь работать правой рукой, потому что нам нужен именно глянцевый, да, вот такой вот блеск. Нам нужно именно под наш зажимчик все опустить. 45 градусов. Я никогда не считаю секунды, я всегда на ощупь, да, делаю, потому что какие-то волосы быстрее прогреваются, какие-то помедленнее. Вот когда волосы уже прям очень горячие, да, когда нет сил терпеть, тогда я уже аккуратненько схлопываю на ручку. Если волосы натуральные, детские какие-то, да, которые никакого доверия не вызывают, конечно, сюда клеммочку маленькую алюминиевую и приступайте к следующему, чтобы он остыл. У нас, в принципе, волосы осветленные, скорее всего, локоны буду держать накрутку, поэтому я могу, в принципе, сразу приступить к работе. Опять же, вот если мы не будем игнорировать вот этот весь подшерсток, то локоны у нас будут очень-очень грязными, учитывая, да, что у Лины здесь сантиметров 10 этого подшерстка, то есть у нас все это взобьется и будет выглядеть месивом у корня, поэтому мы должны с нашим пушочком сразу договориться. Мы используем Redken, сразу его прочесываем. Почему сразу? Потому что Redken имеет степень фиксации. Это не блеск, потому что блески, они не имеют степени фиксации. Это спрей-воск, и он практически как лак затвердевает. Поэтому мы должны, когда мы его распылили, успеть придать волосам параллельность, иначе они застынут в другом положении.
И, кстати говоря, если вы хотите работать блеском на этом этапе, я вам не очень советую, потому что блески, опять-таки, закрывают кутикулу, и когда вы будете фиксировать все потом это дело лаком, у вас лак просто не попадет под эту кутикулу, волосы уже будут очень плохо держать накрутку. Поэтому есть такое правило, что блеск после лака, но не лак после блеска. Да? То есть вы можете после того, как вы сделали прическу, сверху немножко залить блеском, но когда у вас уже фиксация локона есть. И имейте в виду, что блеск всегда подсъедает наш лак, поэтому нужно быть очень аккуратными. Итак, мы прочесали наш локон, накрутили его на пальчик, да, чтобы придать ему форму, которой он был. То есть он изначально такой у нас красивый получается, и мы должны просто придать волосу ширины и высоты, да, то, чтобы у нас локоны придали нашим волосам такой объем и легкости. Поэтому первое, что мы делаем, мы берем наш локон в точке падения локона, да, вот как я сказала, с этой стороны он будет у нас вот здесь, вот, то есть смотрим, где вверх переходит вниз, здесь держим плоско, это принципиально, да, важно. Моя принципиальная позиция, скажем так, просто, плоско, потому что очень часто, вот сколько я не говорю, миллион раз скажу плоско, и все равно подхожу, кто-то держит вот так. Но это уже не локон, вот посмотрите на него, он уже не имеет форму локона, вы уже хоть тут что хотите будете делать, уже будет некрасиво. Вот он локон, объемный, круглый, мы его только придерживаем пальчиком и начинаем тянуть в противоположную сторону, опять, как я сказала, как занавесочку. Чуть-чуть, ключевой чуть-чуть, не тяните здесь до бесконечности. Когда вы уже будете это контролировать, уже можете тянуть сколько хотите. Да? После этого, опять же, мы должны ребрышко сделать здесь, здесь и здесь. Ребрышко подтягиваю, здесь тоже. Внизу подтягиваю. Я вот здесь вот пальчиком держу, у меня не просто лежит он, а я держу, то есть я из-под пальца как бы вытягиваю. И серединочку то же самое. Угу. И не отпускать, потому что если мы отпустим, все, естественно, упадет. Начинаем фиксировать, и сразу все пушочки мы как бы вписываем, да, пальчиком. Сверху можем, снизу даже, ой, извиняюсь, чуть-чуть. Все, после этого мы можем локон положить. Он уже имеет какую-то форму. Если нам надо, мы можем, допустим, еще дотянуть какие-то ребрышки, да? Но мы обычно это смотрим уже по рисунку. Боюсь, за моей рукой просто не будет видно. Но так, я думаю, примерно понятно, да, о чем я говорю? То есть мы прям берем, вытягиваем из глубины, фиксируем лаком и как будто лепим, да? Я всегда сравниваю локоны с лепкой. То есть мы действительно руками что-то творим, а потом, чтобы это застыло, мы фиксируем лаком и ждем, пока он все высохнет, да? То есть это как пластилин. Когда он остынет, он уже держит форму. У нас примерно то же самое. Следующий этаж. Мы на Redken счесываем обязательно. Накручиваем на пальчики, тоже говорю я, это не просто так. Вот сколько лет я работаю, и я действительно накручиваю на пальцы каждый раз при работе с клиентом. Это не просто так, чтобы было понятнее объяснить. Это действительно так, да, чтобы у нас опять, с этой стороны у нас будет зеркальный, то есть у нас вот эта часть локона должна уйти вниз, да, слева. Вытягиваю пошире, чуть-чуть. И опять ребра, да, чтобы у нас локон не был такой плоской. Это скучно, если мы из таких локонов будем делать потом прическу, она у нас будет вот как раз как будто из букль. Так. И не отпуская руку, фиксируем лаком и пушочки все подбираем. И остается наш хвостик. Мы его опять просто вычесываем и фиксируем плоско. Чтобы не подчеркнуть пушистость. И после этого мы берем жидкий лак и начинаем все это дело фиксировать. То есть таким образом мы накручиваем всегда всю зону около лица. Но у нас будет, в принципе, целое занятие по тому, как уложить объемно, да, окололицевую зону. Вот. А мы сейчас еще рассмотрим, как делать локоны на объем и что это вообще такое. Такие уже более современные локоны.
Локоны на объем подразумевают, что мы должны еще придать объем в прикорневой зоне. Поэтому плойку будем держать под нашей прядью. И я сразу обращу внимание, что здесь мы уже нашу прядочку выделяем сразу чуть-чуть подлиннее, да? То есть она у нас такая узенькая и достаточно длинная. Локоны на объем также накручиваются с левой и с правой стороны. Сейчас я буду работать с правой. Я буду сейчас плойку подносить под низ и кончик кидать вправо. То есть очень легко запомнить, что справа в правую сторону мы кидаем. Итак, мы берем нашу плойку. У меня это 32 миллиметра, да, сегодня работаю. Убираю сразу вот эту вот штучку, а то на треть полотна съедает. На длинных волосах это критично. Здесь у нас уже зажим сверху, да, то есть если раньше он у нас был снизу, теперь он сверху. Плойку ставим под нашу прядь и начинаем работать точно так же. Опускаемся вниз, и вот хвостик, как я уже сказала, здесь, в этой стороне, пойдет вправо, то есть его тут немножко сложно перехватить, но возможно. Все, один раз перехватили, дальше будет легче. Вниз приоткрываем, подкручиваем все правой рукой, ничего левой опять не накручиваем. То есть у вас правая рука работает, конечно, если вы правша. Если левша, то то же самое, только с левой стороны, да, у вас плоечка получится. Здесь самый главный принцип понять. И подкручиваем, и держим опять, пока прядь у нас не нагреется. Вообще лучше не запоминайте, как именно руку, да, вам держать. Вы должны понять, что у вас прядь волос накручивается на плойку. И только и всего. Тогда вам будет понятно, с какой стороны вы к ней должны подойти, да, как ручками. То есть если с этой стороны от лица, то вот у нас зажим это большой палец, и пошло вот так. Если с другой стороны, то, соответственно, в зеркальном отражении. А то иногда обращают внимание только как держать, а логику не видит в этом вообще никакую. Вот здесь тоже логика только в том, чтобы прядочка была на нашей плойке. Видите, уже объем такой прикорневой у нас достаточно хороший получился. Что мы здесь делаем? Обязательно, конечно, так же, как на редкин, на редкин, да, мы вычесываем, и смотрим сразу, видите, у нас прядочка пошла вот в эту сторону, чтобы нам потом, если что, на пальчик накручивать, сразу запоминаем, как она у нас. Распыляем редкин, только не очень близко, прочесываем нашу прядочку, напоминаем ей, как у нас была плойка. Да, все, здесь все логично, ничего придумывать не надо, никаких особых сложностей, если ты понимаешь, что ты делаешь. И после этого мы вот здесь вот опять же находим точку перелома, вот здесь вот, да, вернее, точку падения локонов, где она у нас начинает вот это кольцо касаться поверхности. И начинаем, видите, она у нас немножечко вверх идет, а нам нужно вот здесь чуть-чуть ее в бок увести. Вот чуть-чуть подтягиваем, так же, как в предыдущем локоне, противоположный край. Вот, то-то, только и всего. То есть обратите, пожалуйста, внимание, это очень важно. Левая часть локона остается слева, правая часть локона остается справа. Ничего никуда не идет, вверх или вниз. Это плоский локон. То есть из таких локонов, если мы будем тянуть на 33 миллиметра, вернее на 38, и вот так вот разбирать его в ширину, получится как раз таки плоские, современные, размашистые локоны, да, так мы еще лопатами так называем, ну так, любя, скажем так. Этот локон вы можете либо зафиксировать в таком положении, да, если немножко еще луночку внутри, да, вот так вот аккуратненько слепить, то получится как локоны косы, да, таким образом. Либо можете добавить немножечко ребрышек, если вам нравится. Ну, тогда он будет просто такой более объемный. И обязательно все фиксируем. То есть чуть-чуть лака, видите, я прям вот такими мягкими движениями. Чуть-чуть распылила, весь пушочек прибила, потому что пух сам не прибьется, да, мы все это делаем руками сами. То есть нам нужно и глазами хорошо смотреть, его выискивать, и руками, да, работать достаточно так хорошо. Но это придет со временем. То есть вы сначала просто обращайте внимание на частоту, потому что если вы не будете обращать внимание на частоту, она со временем, к сожалению, не придет. Потому что есть парикмахеры, которые работают по 20 лет и все равно делают грязно. Поэтому лучше вы будете делать вначале медленно, но чисто, потом скорость наработается, чем быстро, но грязно. Также я прочесываю, и все то же самое. На пальчик накрутили, вот он у нас локон. Делаем его пошире просто. И опять левая часть локона остается слева, правая часть локона остается справа, да?
вот эти вот линии. И все то же самое. Фиксирую лаком. То есть, видите, мы здесь работаем в паре. И другая накрутка, и другое основание пряди, и по-другому вытягиваем. То же самое с хвостиком. Просто делаем его пошире, опять же, да, чтобы у нас потом конусом не ушел рисунок локонов. У нас нижняя часть локона должна быть в идеале по ширине точно такой же широкой, как и верхняя. Это тоже такая мелочь, но потом в будущем рисунок очень сильно будет зависеть от этого. И жидким лаком, да, иначе у нас все это упадет. Мы здесь все это можем доделать. Можем взять, фиксировать локон, держать как нам надо и лаком помогать. И буду делать еще локон на объем, но с левой стороны. С левой стороны мы выделяем такую же узкую прядь, узкую, да, невысокую, но широкую, чтобы было понятно, что я имею в виду узкая и широкая. Берем плоечку, все делаем то же самое абсолютно, заводим к корню, опускаемся вниз как утюжком, но слева хвостик кидаем влево. И все, локон будет уже накручен по-другому немножечко. И все то же самое. Вниз подкручиваем, к корню. Вниз, вернее, опускаемся. Раз, два, три, четыре, подхлопывая. Корню правой рукой подкручиваем. Хвостик я левой рукой только, как сказать, ловлю. Если вы не будете ловить хвостик, он у вас уйдет под зажим и, скорее всего, вылетит. Да? Ну, на практике все равно, хоть и говорят, что надо учиться на чужих ошибках, но в таких случаях учишься обычно на своих. Ничего страшного, пару раз выскользнет, будете уже держать его хорошо. Держим, пока прядочка не прогреется. Вообще температуру на инструментах я всегда выставляю на максимум. Лучше подержать меньшее количество времени на максимальной температуре, чем мучить волосы там по 40 секунд на 150 градусах, и в итоге они все равно не прогреваются. Опускаю. Опять, видите, локон уже в принципе готов. Нам нужно только сделать пошире его, да? То есть мы тут ничего не придумываем, просто немножко делаем шире. Поэтому мы проходимся Redken, чтобы счесать весь пушок. После этого, как прочесали, прядь теряет всякое направление. Мы напоминаем, куда шел у нас хвостик при накрутке, шел у нас влево. После этого ловим плоско линию, где у нас локон падает, и в противоположную сторону растягиваем наш локон. Опять же, здесь я левой рукой плохо работаю, я на правую переключусь, левый будет только держать. Видите, он как бы у нас получается накручен навстречу вот этому нашему дружку. И то же самое с нижней частью. Redken. Чуть-чуть у меня прилипло. Прочесываем. Угу. Так, видите, если немножечко пуха, лучше потратить 2 минуты времени и счесать, чем потом у вас будет такая пушистая прядь, может испортить все впечатление вашей прически. Опять находим точку падения, точку касания, где она на плоскости лежит, да, и просто чуть-чуть делаем шире, опять же чуть-чуть, потому что почему-то на первых этапах все думают, что это ключевое, что нужно вытянуть до бесконечности, и тянут, и поскольку руки еще не умеют ловить в воздухе, да, вытянутые пряди, то потом вам будет их сложно зафиксировать. Ничего плохого в этом нет, но вначале, ну, лучше понемножку, да, начинайте. Чуть-чуть, на следующем клиенте еще пошире, и так уже у вас руки и моторика дойдет до вылавливания из 25 диаметра супер длинных вот таких вот элементов. И здесь то же самое. Чуть опять пух. Угу. Пух прибила, теперь стараюсь дотянуть.
все лаки у нас делятся, еще хотелось бы сказать, на ну, аэрозольные, да, по степени фиксации. Если лонда единичка — это гибкая фиксация, то есть вы зафиксировали, он плохо фиксирует, но немножко фиксирует, вы можете что-то дотянуть, то на двойке, да, вот осис двойка, вы уже немного сможете дотянуть, на тройке еще меньше, а допустим на шварцкопе голубом и черном, да, на котором обычно все работают, я вообще о нем не говорю, на нем уже ничего не дотянете, еще к тому же будет ужасный налет просто на пряди, поэтому мы на них не работаем. Осис подороже, но работа чище, видите? На шварцкопе у нас уже все здесь было в пыли. Так, зафиксировали лаком, и в принципе все. Таким образом, в прическах, ну в локонах в обычных, мы обычно сочетаем накрутку от лица и на объем. Сзади это может быть что-то от лица, что-то на объем, да, то есть мы их прям обычно немножечко миксуем, чтобы это все смотрелось поинтереснее, да, не такого строго, как мы раньше делали, что эту всю часть от лица с этой стороны, эту с этой, и потом смотрится так, ну очень, ну, некрасиво, очень так жестко. Вот. Но от лица, имейте в виду, мы всегда используем накрутку от лица, потому что нам нужны вот эти ребра, потому что они нам важны. Мне не очень нравится рисунок, когда мы от лица используем накрутку на объем, потому что локоны в таком случае буквально падают на лицо, и это, в принципе, не очень симпатично. Вот. И вашим заданием на этой неделе, на этом занятии, скажем так, будет следующее. Возьмите, пожалуйста, даже манекен или там пригласите модель и сделайте хотя бы, ну не по одному-два локона, да, но хотя бы по 3 локона, так уж, чтобы хоть примерно понять ситуацию, от лица с левой стороны, от лица с правой стороны, и также по 3 локона на объем с левой стороны и на объем с правой стороны. Но с правой стороны делайте это чисто и хорошо, а с левой стороны попробуйте совершить все те ошибки, о которых я говорила. Сделать супер грязный начес, не вычесывать ничего на Redken, да, чтобы все волосы такие были пушистые, очень близко распылять лак. Ну, в общем, постарайтесь сделать это, ну, максимально плохо, да, чтобы руки поняли и глаза, что этого лучше не делать. То есть неважно, с какой стороны вы будете там справа или слева делать чисто, а с другой наоборот. Но мне самое главное, пришлите, пожалуйста, 4 фотографии. От лица слева, от лица справа, на объем слева, на объем справа. И чтобы было видно, что что-то из этого сделано чисто и с душой, а что-то из этого сделано быстро и не пойми как. Вот, поэтому очень буду ждать ваших заданий и всем удачи. До свидания.